Всем привет, с вами председатель. Многие исследователи пытались опровергнуть существование так называемого татаро-монгольского ига или Золотой Орды, показывая, что просто не могло огромное многотысячное конное войско кочевников прийти за 3-9 земель из Монголии, из Китая на Русь зимой и начать завоевывать один город за другим. Ну вы же понимаете, 100 тысяч коней должны где-то щипать травку. Но зимой под снегом этой травки-то не нащипишься. То есть кто-то должен поставлять продовольственные обозы такой огромной армии. Но из Китая, из Монголии эти бы обозы шли по полгода, а может быть и больше. Потом откуда у тех же кочевников осадные орудия? Они что, их из Китая, из Монголии с собой привезли? Или здесь на месте собрали? Так кто же стоит за всем этим? Кто такая Золотая Орда? Это монголы, как написано в наших летописях? Или храбрая Литва, как утверждается в былинах? А может кто-то другой, кто за этим всем стоит? Вот как раз об этом давайте сегодня и поговорим. Я путешествую всегда с любимыми рюкзаками. Бренд XD Design выпускает суперудобные городские эргономичные рюкзаки. У бренда много моделей на любой вкус. Итак, рюкзак Bobby Hero – это классика среди рюкзаков XD Design. Он представлен в 3 размерах. У меня самый большой XL, я его вообще использую вместо чемодана в поездках. Это максимальный по величине вариант, самая вместительная модель, объем 21,5 литра. Этот рюкзак имеет систему распределения веса и удобную организацию внутреннего пространства. То есть, чтобы вы понимали, в рюкзак Bobby Hero XL вы можете одновременно положить ноутбук диагональю до 17 дюймов и планшет с диагональю до 12,9 дюймов. Внутреннее помещение рюкзака разделяется складной перегородкой на молнии, и для удобного доступа рюкзак можно открывать на 30, 90 и на 180 градусов. Дополнительно можно приобрести регулируемую съемную систему разделителей. 3 внешних кармана, 2 кармана на спинке рюкзака, горизонтальный и боковой карман. А еще карман на лямке для проездного. И тут такой же. Все рюкзаки, естественно, с внешним USB-портом. Ну, без этого мне просто никак. А вот рюкзак Bobby Soft с мягким корпусом из плотной водонепроницаемой ткани. Он хоть и выглядит компактно, но на самом деле он очень вместительный. И имеет 2 варианта объема 13 и 16 литров благодаря хитрой системе молний, на которой есть специальная застежка, которая не позволит незаметно для владельца вскрыть рюкзак. Помещается ноутбук диагональю 15,6 дюймов и еще несколько удобных карманов. Все рюкзаки обеспечивают защиту ваших вещей от кражи благодаря скрытым молниям и карманам. А внутри есть съемный карабин для ключей. Рюкзаки полностью сделаны из переработанных материалов, о чем говорит отдельная бирка. Ну что говорить, рюкзаки просто отличные, вам остается выбрать только цвет. Остерегайтесь подделок, покупайте рюкзаки только у официального представителя XD Design в России в интернет-магазине xddesign.ru. И что самое главное, на сайте сейчас скидки до 20% на весь ассортимент. И по промокоду председатель будет действовать еще дополнительная скидка 25%. Так что торопитесь, у вас есть 2 недели. Все ссылки и промокод в описании. Итак, мы с вами уже рассматривали церкви Смоленска и Новгорода с непонятными крестами, рассмотрели гербы польско-литовских княжеств, почитали былины, где Золотая Орда – это храбрая Литва. И давайте я вам сейчас попробую накидать тезисов, которые как раз и будут отвечать нам на вопросы, что такое Золотая Орда, монголы-кочевники или римская католическая церковь в виде рыцарских орденов. Орда. Я еще раз хочу подчеркнуть, что все образы нам были навязаны. Я делал видео о художниках-передвижниках, как о неких пропагандистах и навязывателей образов или образов. Ну, именно так перед глазами мы видим Ивана Грозного, Софью, богатырей и так далее. И точно так же образ Золотой Орды нам навязан с монголоидным лицом. То есть кочевники завоевывают полмира. Но это ведь абсурд. Они потому и кочевники, что кочуют за своими стадами. Это по большей части примитивное общество. У них нет своей промышленности. Но это то же самое, что нам бы рассказали, что индейцы Южной и Северной Америки приплыли и завоевали всю Европу. Почему-то в это мы не поверили бы, а то, что кочевники-степняки это сделали, мы верим. Ну и потом, кто вообще такие монголо-татары? Откуда вообще берется слово «татары»?
То есть всю жизнь с Крыма на нас нападали половцы, ну, по этой же официальной истории. Но потом эти половцы куда-то деваются, и уже на территории Крыма живут крымские татары. И ведь то же самое происходит с волжскими булгарами, которых захватывает Иван Грозный, когда берет Казань. И эти булгары вдруг становятся татарами. Какая-то прям татаризация населения идет. Их не было, а потом вдруг появляются сразу в нескольких местах. А для чего? А чтобы нам показать территориально, вот где, дескать, жили татары. Вот, собственно, где территория Золотой Орды или татаро-монгольского ига. А то, что вся угроза на Русь приходила не с востока, а с запада, нам нужно забыть. Именно поэтому нам подсовывают совершенно другой образ Золотой Орды. То есть нам говорят, что крымские татары – это чингизиты, китайцы. А я вам говорю, что нет, это поляки, литовцы, запорожские казаки. Недаром в былинах упоминаются уланы. Былина Суровин Суздалец. «Ой ты, гой еси, охотничек, суровен, богат сам Суздалец. Ездил ты ровно 3 года, не убил ни гуся, ни лебедя, ни малого, ни серого утенка. Тут он едет к Кумбал-царю. Кумбал-царь Самородович со многими татарами-суланами. Хочет он тебя погубите, погубите и сорубите. С татарами и суланами». Как мы знаем, уланы – это вид новоевропейской легкой кавалерии. Мне кажется, нам просто нужно посмотреть, кто в этой ситуации выгодоприобретатель. Мы открываем карту роста Великого княжества Литовского во время так называемого татаро-монгольского нашествия на Русь. И четко видим, здесь указаны года, как разрастаются Тевтонский и Ливонский орден. Но этому предшествовала так называемая католическая колонизация Литвы. Ну, то есть, чтобы вы вообще понимали, откуда ноги растут. И называя Литву Литвой, татаров татарами, я ни в коем случае не хочу обидеть население, проживающее на этих землях. Нам, по сути, вообще людям делить нечего. Я уверен, что все хотят мирного неба над головой и спокойной жизни. То есть, смотрите, когда-то русские земли после так называемого татаро-монгольского нашествия стали не татаро-монгольскими, а литовскими. И не просто там какие-то земли. Это огромная часть русских земель. Вдруг вошла в так называемое Великое княжество Литовское. Ну, то есть выгодополучатель здесь налицо. Я считаю, это основной факт, доказывающий, кто вообще такая Золотая Орда. Ну, во всяком случае, за неимением других каких-то фактов, артефактов, которые указывали бы нам следы монголов на Руси. Я вам в прошлый раз читал былины, где Золотая Орда и поганая Литва или храбрая Литва – это одно и то же. Но, конечно же, я не считаю эти былины стопроцентным доказательством. Нет, это одно из. Если бы только в былинах на это указывалось бы, мы бы могли это списать на серый дремучий народ, который эти былины пел, и тем самым все перепутал. Но вот еще, смотрите. Помните, я делал видео на гонение на гусли и скоморохов, при том же Алексее Михайловиче Романове. Когда церкви стоят пустые, а эти гады брынчат и веселятся. Так вот, былины пели. Я вам показывал, что те же былины Кирши Данилова идут с нотами, нараспев. Так вот, смотрите, почему были гонения на этих гусляров. Да потому что они пели про Золотую Орду, как про поганую Литву. А это ни в коем случае нельзя было допустить, потому что всех уже переодевали на польский манер, все носили польские платья, брили бороды. Ну, по сути, Московию полонизировали. А вот еще, смотрите, помните, куда уводили женщин, детей, мужиков, когда разграбляли деревни? В полон. А Польша в переводе с латынского это и есть Полония. То есть полон это конкретный географический термин. Ну и давайте вспомним, что, например, на Куликовском поле против нас воевали так называемые генуэзские наемники. На стороне якобы Золотой Орды, Мамая. Но уланы, казаки – это такие же наемники. Ну даже по официальной истории мы знаем, что запорожские казаки служили то русскому царю, то османскому султану. А Золотая Орда платит золотом. Послушайте, католический Рим или Священная Римская империя очень богато, развито и может себе позволить воевать на чужих территориях чужими руками. Вообще же проще чужими руками жар загребать. Они вполне себе могли воевать до последнего казака. Им-то вообще на них наплевать. Люди – это обычный ресурс. И что интересно, все войны и тогда, и сейчас у нас приходят с Запада.
Ну, я не знаю, с востока только Япония на нас пришла, и то потому что была в коалиции с Западом. Я говорю, мы с вами еще разберем Великое княжество Литовское и все литовские ливонские войны, которые как раз идут во время так называемого татаро-монгольского ига. А что после? Иван Грозный опять воюет с Литвой, ливонские войны. А потом смутное время, откуда это все к нам пришло? С Польши, с Литвы, с Речи Посполитой. Почему-то монголы, которые якобы 300 лет держат нас под своей зависимостью, не навязывают нам свою веру, ислам или буддизм. А вот католики постоянно отправляют к нам так называемых дипломатов от Папы Римского, которые и Александру Невскому, и Ивану Грозному за печеньки, ну то есть за помощь в ведении войны, навязывали нам принятие католичества. То есть, по сути, католическая колонизация Литвы должна была дальше пойти на Русь. И так называемые крестовые походы на Русь, ливонских, тевтонских орденов, и крестовые походы на восток, на Святую Землю, на Иерусалим, нам почему-то преподносят с религиозной стороны, то есть они несут Слово Божье. Раньше они несли Слово Божье, а сейчас они несут демократию. Но по факту, что тогда, что сейчас, идут войны за рынки. Я об этом вам каждый раз говорю. Все войны ведутся за рынки. Ну, в открытую об этом не заявляют, конечно же, это выглядит потребительски. Что же они, соловьи-разбойники, что ли? А вот нести Слово Божье или демократию – это совсем по-другому. Ну и смотрите, что нам говорят официальные историки. Как таковой одной Большой Руси не существует. Все поделено на удельные самостоятельные княжества. Ну, именно так нам говорят было перед так называемым татаро-монгольским нашествием. И давайте даже не будем употреблять эти поздние названия, которые придуманы в 19 веке. Киевская Русь, Владимиро-Суздальская Русь. Что было до Золотой Орды, вообще непонятно. Давайте попробуем разобраться хотя бы с этим. Нет единого государства, есть много удельных княжеств. Ну и при таком раскладе, согласитесь, нет смысла Смоленску торговать, например, с Владимиром. Проще торговать с Европой, с Готландом. А тому же Новгороду, Новгородской республике, вы посмотрите на ее размеры, тоже проще торговать с Ригой. Ну потому что во Владимир будет просто доставка товара дороже. Мы же видим, торговый путь длиннее и труднее. А торговые пути тех лет – это реки и моря. Это, кстати, и называется контролировать рынки, контролировать торговые пути, то есть реки и моря. Нас все время пытаются отрезать от моря. А мы все время пробиваемся к морю. Поэтому так необходимы нам выходы в Черное и в Балтийское море. Но отсечь Россию от моря – это главная задача. Поэтому как бы ни обещали нам западные элиты отдать проливы Босфор и Дарданеллы, этого бы никогда не произошло. Балканы, Польша, Прибалтика – это территория, которая ни в коем случае не должна была достаться Российской империи, так как могла открыть выход в Средиземное море и иметь полный контроль над Балтикой. Да, вы скажете, эти ваши имперские взгляды. Нет, это не мои имперские взгляды. Россия – это империя, от этого никуда не денешься. И я не буду говорить, хорошо ли это или плохо, это так есть, это факт. Сильная она империя, слабая она империя, хорошая, плохая – это уже вопрос другой. Я не хочу давать оценки, потому что это уже будет выглядеть политическим заявлением. У меня канал о другом, об истории. И в данном случае мы ищем Золотую Орду. Так вот, возвращаемся к удельным княжествам. Новгороду проще торговать с Ригой, а Смоленску с Готландом. Так как нет никакого централизованного государства, так называемого единого центра, где существуют дотационные районы, города-бизнес-центры, житницы и так далее. Вырученные средства одних должны компенсировать затраты других. Это и называется государственное управление. Но по официальной истории у нас раздробленные удельные княжества. Поэтому каждый князь ищет свою выгоду. Ну, согласитесь, это логично. И именно поэтому я считаю, что не мог одновременно тот же Владимир Мономах быть князем Смоленским и князем Суздальским. Тогда бы Смоленск торговал в ущерб себе с Суздалью, а Суздаль в ущерб себе со Смоленском. Но такого не было. И, как я вам показывал, и церкви стоят совершенно разные. Здесь из белого камня, а здесь из плинфы. И то же самое с Александром Невским. Но не мог он одновременно быть князем Владимирским, князем Киевским и при этом князем Новгородским. Причем, я напомню, Новгород не платит дань монголо-татарам, как нам говорят. А Владимир на Клязьме платит.
Это город Данник. Кстати, нам надо будет еще обратить внимание на так называемое двойное налогообложение. Оказывается, это старая история. Мы платим дань не только татарам, но и Литве. А на самом деле это, скорее всего, одна и та же дань, которая в одних летописях записана на татар, а в других на Литву. Это как в исторической хронологии. Одни и те же события просто разнесены в разные временные участки. Так вот, Александр Невский – князь Новгорода, всей Новгородской республики. Но вы же понимаете, княжить в Киеве, во Владимире на Клязьме и в Новгородской республике приходится по-разному. В Новгороде, как нам говорят, он выборный князь, а в Киеве и во Владимире на Клязьме законный наследный. Вообще очень интересно получается, вся огромная Новгородская республика управляется не князем, а так называемым Новгородским вече. Ну это такой аналог Государственной Думы или Польского Сейма. А князь это всего лишь министр обороны, который выбирается на эту должность. То есть, что вы хотите сказать Александру Невскому? Просто платили зарплату? Ему что, было мало княжить в Киеве и во Владимире на Клязьме? Халтурку себе нашел? Нам эти же официальные историки говорят, что на самом деле на княжение даются ханские ярлыки, но только не в Великом Новгороде. Там всем управляет вече, и оно выбирает себе князя. Но Александр Невский, по нашей официальной истории, то становится новгородским князем, то перестает им быть, то опять становится, то перестает быть. И так 3 раза. Я-то лично считаю, что он просто брал эти города, а потом терял. Именно поэтому он 3 раза в 3 разные даты становится новгородским князем. А не потому, что его вече выбирает, а потом отправляет в отставку. Мы об этом поговорим, причем там очень характерно это видно. Победа на Ледовом побоище – отставка. Опять какая-нибудь крупная победа – отставка. Будет отдельный ролик, посвященный Александру Невскому. Его, кстати, Папа Римский хотел сделать русским королем. Вообще титул интересный – король Руси. А им, кстати, был Даниил Галицкий. Ну так вот, Папа Римский назначил его такое правительство в изгнании. Король Руси на католических землях. Так вот, возвращаемся к Новгородской республике и к ее политическому устройству. И что мы видим, это чисто европейское политическое устройство. В Новгороде всем заведует Сейм, хоть его и назвали Новгородским вече. Но нам это привили с молоком матери, и мы почему-то в этом не видим ничего странного. Что больше нигде на территории нынешней России, в тогдашних княжествах, это не практиковалось. Везде автократия, самодержавие. А вот Польша со своим Сеймом как раз и напоминает управление в Новгороде. Ну и потом представьте Александра Невского, который княжит якобы и в Новгороде, и в Киеве, и во Владимире. Здесь он самодержавец, а здесь дырки затыкает. Но при этом покорно уважает и выполняет все указы Новгородского веча. Если это вече действительно так перспективно, почему же он такое же политическое устройство не сделает и на своих землях во Владимире и в Киеве? Тут, честно говоря, я не вижу никакой логики. Как мы знаем, Новгородская республика входит в состав Ганзейского союза. И вот опять падение сов, то есть совпадение. Татаро-монгольское нашествие на Русь очень близко совпадает с организацией так называемого Ганзейского союза. Ну, как нам говорят, опять же, по официальной истории, по их хронологии. Батый уничтожает Рязань, 1237 год, и 1241 год образовывается крупный политический и экономический союз торговых свободных городов – Ганзейский союз. Скажете, совпадение бывает? Ну вот вам еще одно вдогонку. Так называемое «стояние на Угре», опять же наши официальные историки называют закатом, концом татаро-монгольского ига. И эти же годы становятся закатом Ганзейского союза. Сразу после стояния на Угре великий князь московский Иван III, дед Ивана Грозного, приезжает и громит Новгород. Ну, по сути, завоевывает Новгородскую республику. И первым делом, что он делает? Уничтожает немецкие дворы, ганзейские. Ну, как-то нелогично, вроде воевали с монголами, а всю злость выплюснули на бедных немцев. Опять совпадение. Кстати, конец ига – это еще и конец Византийской империи. Здесь тоже нужно поковыряться. Нам-то говорят, что многие князья, в том числе Александр Невский, ездили в Орду. Ну, видимо, за благословением и за получением ярлыка на княжение.
Но вот только в наших летописях никакой нет географической привязки. Куда, в какую орду они ездили? Что, в Китай, в Пекин? Может, в Монголию? Нет, об этом ни слова. Как говорится, никакой конкретики. Сколько по времени отсутствовал князь, пока ездил в Орду? Год? Ну, представьте себе, сколько на коне добираться до Пекина. Причем дорог нет. По лесам, по болотам, по горам? Нет, скорее всего, по рекам. Но в летописях нет описания этих речных путей. Ну, чтоб мы хотя бы могли понять, как долго, куда и насколько уезжал князь. Что, на год? А кто правил в это время в Киеве, во Владимире? А в Новгороде так вообще его выбрали, а он взял и уехал, зараза, в Орду прохлаждаться. За что ему деньги платят? А вот если в Орду ездили в Литву, как, собственно, и говорится в наших былинах, или даже в тот же Крым, это, как говорится, сел на лодку да приплыл. Все рядышком, под боком. Вот сюда, в Орду, и могли ездить наши князья. Ведь, согласитесь, очень трудно управлять землями, находясь на другом конце земли. И вот смотрите, какую карту показал в своем последнем видео Сергей Игнатенко. Это так называемая карта России Страленберга. И как написано на сайте, это одна из самых важных карт России, опубликованных в 18 веке. Опять из описания. Редкое первое издание важной карты России Страленберга, особенно для Сибири и Центральной Азии. Карта была выгравирована Фердинандом Хильфрейхом Фришером в Берлине и опубликована отдельно в качестве дополнения к книге Штраленберга «Северный и Восточный мир Европы и Азии». Тут, кстати, нет Тартарии, на картуше мы видим Таттария с двумя буквами «Т». Таттария Магна. Ссылку на эту карту я оставлю в описании. Карта интересная, вы можете самостоятельно ее изучить. Я лишь хочу показать то, что нашел Сергей Игнатенко. А именно на этой карте отображено Куликово поле, на котором, как мы знаем из нашей истории, в 1380 году Дмитрий Донской победил Мамая. А здесь, кстати, недалеко и ставка Мамая. Так и написано «Кампус Мамай» на территории Ногайской Орды. И опять же, к теме Золотой Орды на Западе мы можем вспомнить казака Мамая, некого исторического героя. Так вот, смотрите, где находится ставка Мамая: между Яиком и Волгой. То есть в Междуречье он контролирует выход в Каспийское море. А смотрите, где располагается Куликово поле: между Доном и Северским Донцом. Это выход в Азовское и Черное море. То есть, видите, это контроль рынков. Причем здесь же рядом с Куликовым полем Полтава. Вы вспомните, Петр I бьет шведов на Полтаве, а Дмитрий Донской тут же бьет татар. Но, как я уже говорил, это все идет борьба за рынки. Россия пытается выйти к морям, а ей это сделать не дают. Я, честно говоря, первый раз на карте вижу отображение Куликово поля. В наших источниках, например, таких пометок нет. Наше Куликово поле, где по сути стоит вот этот вот памятник, просто придумано. Причем придумано сразу после написания нашей истории Карамзиным. Конечно, я не призываю сразу оголтело поверить этой карте, что именно здесь было Куликово поле. Но обратить на это внимание, я думаю, нам нужно. Другое дело, почему карта, выпущенная в 18 веке, показывает события 14 века. Мамай, Куликово поле. А никак это не связано с тем, что Петр I в том же 18 веке еще выплачивал дань так называемым крымским татарам. Это тоже нужно подметить. Кстати, мы опять же знаем от официальных историков, что на Куликовском поле на стороне ордынцев были генуэзские наемники. И вот оно, поле. А вот здесь в Крыму находятся генуэзские крепости, то есть совсем рядом. Можно к этому прибавить и Тохтамыша, который, как нам говорят, сбежал в Киев, в Великое княжество Литовское, к Витовту, сыну Кейстута, племянник Альгерда и двоюродный брат Егайла. Это все Гедеминовичи, и все они отображены на памятнике тысячелетия России. В ролике про Смоленск я говорил как раз про Витовта, когда он, по сути, берет русский город Смоленск в свою Золотую Орду, которая называется Великим княжеством Литовским. И здесь, кстати, тоже нужно отдельно поговорить про Витовта, про его дочь Софью Витовну, которая становится великой княгиней московской, в то время, когда ее отец захватывает якобы русские земли вместе с Тохтамышем. Мало того, она становится регентом и частенько приезжает к своему отцу в Великое княжество Литовское.
В общем, работы по этой теме вагон и маленькая тележка. Сейчас я вам просто накидал тезисно и по возможности постараюсь все эти темы разобрать отдельно, более детально. Ну а вы уж мне помогите, напишите в комментариях свои точки зрения. Может и вы пару тезисов подкинете. Ведь это наша общая история. И разбирать ее, разгребать эти завалы немецких историков хотелось бы тоже вместе. Ну а если вы еще не купили обновку дорогому человеку на сайте ruskayodежда.rf, самое время это сделать. Достаточно одного взгляда на рубашку из предсельмага, чтобы понять, одежда особенная. Только лучшие натуральные ткани, а главное индивидуальный подход, ведь каждая такая рубашка или брюки хранят теплоту рук лучших мастериц, сохраняют ваше здоровье. Мужчины, теперь ваша очередь продемонстрировать симпатии милым женщинам, выразить самые нежные чувства своим мамам и бабушкам, сделать поздравления от души сестренки. Красивые рубашки из натурального, не побоюсь сказать, лучшего льна помогают сохранить здоровье. Шелковые – приумножить женскую энергию и силу. Не говоря уже о том, что это очень красиво и так по-русски. Спортивные костюмы – идеальное сочетание доступности и качества. Именно в предсельмаге чувствуется весеннее тепло. Приобретая в дар льняное платье, вам не придется выбирать между красиво и полезно. Скромный сарафан выглядит благородно и дорого. То же касается женских брюк. Идеальная посадка по фигуре – неоспоримое качество натурального льна. Но если вы хотите поразить любимую оригинальным и милым подарком, то это только душегрейка из настоящих павлово-посадских шалей. Двусторонняя на шерстяном овечьем меху, с узорными рукавичками или облегченная на льняной подкладке. Для полноты комплекта или просто украшение любого наряда сумочка с фермуаром или эко-кожей из павлово-посадского платка. Это не просто изделие ручной работы, красивое и индивидуальное. В нем душа мастера, такие вещи обладают потрясающей энергетикой. И поверьте, никого не оставят равнодушными. Поразительное качество отделки и подкладка из натурального шелка, на мой взгляд, просто художественная ценность, особенно в подарочной упаковке. Лучшего подарка найти невозможно. Если ваш дар вот такой особенный, то и благодарность будет бескрайней. Ведь вместе со своими наилучшими пожеланиями предсельмаг вкладывает в подарок и тепло, и частичку наших традиций и души, и все наше русское. Ссылки на магазин в описании, ну а у меня на этом сегодня все. Пока.